Дамы и господа, приветствую, с вами Сэр Холмс. Продолжаю прохождение Morrowind, Tomb Raider Rebuild. В игре у нас 30-я утренней звезды. IRL сейчас 26 декабря. Жаль, что не 30-го вечерней звезды, иначе у нас бы даже синхронизация по времени произошла здесь. Вот, но Новый год в Morrowind я как-то проворонил, вот, а у нас он только настает. Ну что ж, сначала планы. Я в очередной раз отправляюсь на восток. Я уже попытался отправиться на восток, но меня привел обратно квест с проклятыми камнями драгоценными. Он все еще активен, потому что его датель сказал: приди через недельку, я что-нибудь приготовлю для тебя на основании моих исследований. Вот, давайте сейчас еще пройдемся по квестам и по планам. Вот этот Belated Justice и вот Needing the Dow я оставлю на потом. Они требуют еще большего красноречия, чем у меня есть, похоже. Не исключено, что этот я вообще не смогу пройти нормальным способом. Что еще у нас? Есть вот этот квест, за который Тутуева меня не перестает ругать. Чтобы Тутуева перестал меня ругать, я рано или поздно до него доберусь и помирюсь с тем должником-стражником в том коррумпированном форте. Вот он как раз тоже на востоке подкачал красноречие, думаю, что получится. А потом вот этот вот. Я все еще не понимаю, где у нас находится поселение Сейтур на побережье Недотрил. Но, возможно, это как раз там, куда я отправляюсь. Я не перестаю его искать. Что еще? Alcian Oblivion. Пока я не понимаю, как до него добраться. Но, думаю, станет ясно со временем. Вот, письмо с извинениями. Ну, это надо на север двигать. Это, наверное, тоже потом. Ну и, собственно, пока все. Планирую я, ну, вот в эти земли отправиться. Сейчас доплывем до Эльдрима из Старого Бенгарда. И на восток. Я там уже бывал, но посмотрим. Да, схватил с собой Руины Кемелзе книжку. Чтоб ознакомиться с ними, прежде чем туда лезть. Они где-то вот здесь должны быть. Тоже когда-нибудь до них доберусь. Ну и вот Hypothetical Treachery. Это так, с собой напочитать в дорогу. Скоро еще у меня level up. Мне бы найти какого-нибудь тренера навыков атрибута силы. Было бы неплохо. Подкачать силу таким образом. Потренировавшись, ну, точнее, модификатор к бонусу силы при левелапе. И левелапнуться. Пора, кстати, удачу мне прокачивать уже, потому что, ну, когда еще это делать? Вот. Ну, а сейчас в доке. Из доков 8 вечера. Ну, нормально. К вечеру как раз доберусь в Элдрим. Там заночую снова. Вот. А так-то, в принципе, я тут всю рутину проделал уже. Там, типа, продать лишнее и все дела. И квестов у меня нет здесь. Кстати, я буду записывать, наверное, 5 или 6 эпизодов за раз сейчас. Так что учитывайте, если захотите дать какой-то совет или направить меня как-то. Вот, я уже говорил, всем уши прожужжал, что я зашиваюсь по времени перед Новым годом, надо все успеть. В том числе и записать достаточное количество серий. Ах, мрачненько, аж ничего не вижу. Вроде мне сюда. Да. Тут я уже останавливался, когда по квесту гильдии сюда прибыл. Чинить мне нечего, а вот поужинать я всегда не прочь. Грифа я давно не пил. Ну, давай, скрибовый пирог и гриф. Что может быть лучше, правда, этим вечером? Даже сторговаться чуть-чуть удалось. Давай кровать сразу. Первая налево, окей. Интересно, конечно, у них тут хостел.
Чисто пещерный. А тут даже тарелочка есть. Нож есть, а вилки нет. Ну ладно, ножа нам хватит. Пирог можно вообще и руками поедать. Ай, хорошо, как пошла. Ну, давай до 6 утра. Самое то. Так, что у нас? 31 вечерней звезды. Нет, утренней звезды. Ага, размечтался. 31 вечерней звезды захотел уже. Ну, тут еще мрачновато у вас. О, кстати, я вспомнил. Есть одна пещерка, в которую я ж хотел зайти, когда вот до тех двемирских руин путешествовал. Я думаю, самое время туда наведаться. Надо только вспомнить дорогу. Немного не туда. Ну, я же мастер акробатики. Нет? Да? Да. О, нет. Только не фуражир Квама. Фух, пронесло. Пещерка тут интересно расположена. Наверное, контрабандисты в ней живут. Впрочем, чего гадать? О, нет. Я, кстати, выложил стеклянные стрелы все, потому что, ну, в принципе, мне этих хватит. Вот так вот, ибо нечего. Еще и больной пес. Так, ну... К каким приключениям нас приведет эта пещера? Да и вообще, давненько я, так, знаете, не отправлялся в путь, не имея никакой цели совершенно. Знаете, куда приведет дорога? Вот. 3 эпизода назад я отправлялся. В принципе, у меня была даже цель дойти до Альмалексии. Вот, а сейчас просто на восток. Кстати, говорят, в Горне интересный квест есть. Может быть. Может быть и туда. Вообще, это на шахту похоже. Заброшенную. Пока что никакой жизни не замечаю. Ну, кстати. Есть враги. Пока непонятно по миникарте, где они. Тут многоуровневая, судя по всему, пещерка-то. Ну, где-то еще сзади там у меня за спиной есть параллельные какие-то проходы, туннели. Так что... Где все? Здрасте. А, кстати, кто еще не читал со мной вместе 4-й том Короля Эдварда, у меня же клинок Мораэлина. В книге он упоминается, и, ой, в принципе, становится понятнее, почему у него именно такие эффекты. Укрепить вот всякие школы магии. Что ж ты такая, а? Свиток страдания. Колечком меня, ты смотри, что. Лучше бы свитком страдания воспользовалась. Анекдоты. О, хорошее зелье. У меня такое есть, правда, уже. А, я забыл позавтракать, давай сюда. Правда, у меня, не, знаете, после случая в Тарджулане настороженное немного отношение к этим всем яйцам Квама, особенно большим. Так, это что? А, гид по Ворденфеллу, нормально.
Да, дружить со мной не захотели, к сожалению, здесь. А, да. Ну, в общем, я угадал. Это контрабандист. Видите, у них тут алкашка. Ну, как-то не густо, правда, в контейнерах. Вау, тут все темнее и темнее становится. А пещерные комплексы, мы знаем, в этом регионе обширными бывают. Может быть, и этот куда меня приведет. Будем дружить? Ладно, не будем. Редгарды, кстати, такие веселые ребята, типа, о, в самое время, сейчас я повеселюсь. Давайте сюда свои септимы. Надо взять немного рису из катла. У меня есть зелье восстановления? Да, есть. Запасы сил. А ща мы тебя вилкой. Да, тут не богато. Это какая-то такая basic пещера, знаете, как будто начальных уровней. О, ну все, я набрал камней душ сейчас. Сейчас я даже не против столкнуться с моим заклятым врагом, фуражиром Квама. Эй! Эй, там! Что там, меня не видит, похоже. Так, а как до тебя добраться-то? Сейчас он мне покажет дорогу, да? А, вот как. Да. Печальная смерть его постигла. Ай-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, ну... Нет, тут, конечно, может быть что-то. Я пока не хочу туда лезть. О, тут уже побольше деньжонок. Сюда хлеб. Да, вообще тут, мне кажется, что-то сломалось в плане содержимого этих всех сундуков. Должно быть побольше, мне кажется, побогаче. Тут самые крепкие замки, какие-то самые незначительные ценности прячут в себе. О, сирийский бренди. Ну да, знаете, это, похоже, классическая схема контрабандистов моровинских. Бухло и одежда просто. И ничего не надо больше для счастья. Так, пора варить зелье. Пора варить зелье. Так, что мы будем... Коммуника у нас будет... А, да, обязательно. Сердце Дедра надо потратить, они тяжелые.
Это было немного неосмотрительно подбирать этот камушек, потому что знаю я этих доэдра, этих любителей проклинать камни. О, не, все нормально тут с лутом, все правильно распределено. Камень может быть проклятым, даже несмотря на то, что он не находится в доэдрическом святилище, так что... Надо быть настороже, друзья. А тут еще, смотрите, 2 мирские у них штуки. Ну, сахар я не хочу брать, его трудно сбыть. О, какая красота. Смотрите, просто 6 типов драгоценных камней. Вот она, нычка бандюков, главное. О, сюда денежки. Ну, вроде бы я всех затюкал. Пока мана восполняется. О, идеально. Так, смотрите. Я хочу нырнуть туда, по идее. С моими условностями я должен для этого выложить весь лут. Но мне лень это делать, потому что, ну... Тут недалеко ходить мне в любом случае, нырять. Я сразу поднимусь, и это как бы все заберу. То есть представим просто, что я его весь выложил. Просто, чтобы нырнуть сюда разок. Ну, по-моему, ничего тут нет интересного, а? Да. Но такие места я предпочитаю не пропускать, потому что... Знаем мы Бесезду. Они любят прятать вещи в неочевидные места. Тут лучше использовать свет. Ну да, здесь по такой же схеме ныряю. Похоже, это все. Я, по крайней мере, могу не париться практически о запасе маны, потому что благодаря своему навыку алхимии я могу генерить практически бесконечное число зелий. Лишь бы коммуники хватало. Ну, точнее, нет, коммуники-то всегда будет хватать. Это ж Моровинд. Главное, чтобы было ее с чем миксовать. Ну, солей всяких я набрал, морозных и пустоты, конечно, прилично. Где-то тут был враг. А, ну, это, видимо, как раз и была вот эта вот... Первая, с которой я хотел подружиться. А, ну а так-то все, да? Тут больше нет проходов никаких никуда. Да. Ой, как колбасит. Все, пойдем отсюда. Пойдем путешествовать дальше. Так, сколько у нас? Ну, еще даже день не наступил. По сути-то. По этим полям я ходил. Поэтому хочу теперь еще раз пройтись. Так, вот сейчас мне не помешает как раз восстановление запаса. О, вот и ты, мой заклятый враг. Вот по этим хотел я землям походить. Я уже говорил, что мне нравятся подобные места а-ля Горький берег. Правда, вот это странно, конечно.
Но это все следы, пожалуй, того, что перелопачивал сборку модов свою. Вот, ну а здесь на самом деле я уже бывал. Здесь я искал пещерный комплекс, в котором прятался контрабандист, и который также вел в Арткос, или Арткас, с этой великой головоломкой. Так, я, кстати, сейчас иду на юг. Не совсем правильно. Ну, в принципе, тут особо выбора нет. Либо на юг, либо никуда. На восток, тут видите, вон как все. Блин, наверное, все-таки надо было другим путем идти. Ладно. Ну, тут немного изменились виды с тех пор, как я последний раз здесь бывал. Деревья другие поставил реплейсер. Это, наверное, не очень было правильно с моей стороны. Потому как это тоже, наверное, немного нарушает... Да, опять я по тем же местам иду, в которых бывал уже. Может, я здесь найду что-нибудь, нет? Нарушает это немного, в общем, гамму, не знаю. Это, похоже, Арткос, да? Арткос виднеется. Гамму там ребилдовскую, это, наверное, Алексия. Они же все делают с расчетом на то, что будут какие-то определенные там лорные деревья, я их заменил. Вот. С первой установкой я не менял ничего. Самой первой, вот вообще самый-самый. То есть никаких реплейсеров деревьев не ставил, а тут вот потом решил, чего бы нет. Наверное, это было зря. Так, нет, не то. Я хотел сварить зелье восстановления запаса сил. Пожалуйста, спасибо. Хакло. Кстати, что он там еще дает нам, Хакло, кроме паралича? Дыхание под водой, не очень интересно. Лаванда восстанавливает ману, да? Да, классно вообще. Лаванда, супер. Могильная пыль Раатим. Я ее хотел выложить там у себя в схроне. Ладно, потом. Я думаю, я еще вернусь в старый Бенгард. По-любому. Ну, хотя бы из-за того, чтобы квест этот... завершить с камнями проклятыми. С 500 септимов я, конечно, за него получил, но, черт возьми, это ж ни черта не окупает всех страданий, правда? Вот сейчас я иду на восток чисто. Миролаг. В Миролаге я бывал. Большого Красиво, черт возьми. Знаете, я что вспомнил? Алексия. Я когда несколько лет назад здесь ходил, у меня еще не был установлен TR-превью, вот этого ничего не было, просто тут начиналось море. Я тогда заинтересовался вот этой вот тропкой, думаю, куда она ведет? Она привела в никуда просто. Я такой, ладно, тут еще не готовые земли, значит. Ладно, живи, я, наверное, прокрадусь. Он как будто чует меня, пес двуногий. Кстати, у него реально две конечности всего, ведь, да, получается, бедняга. Две конечности, пузика и большая голова. Все. Ха! Выкуси. Вот, забрел в глушь официально. В Миролаг я не захотел, там не очень интересно. Я пришел к какой-то родовой гробнице, да?
А, это похоже на монастырь в вилотийском стиле. Ну, может, он еще... Да, он еще... Но тут уютненько у вас. Все равно. Так, ладно, давайте, значит, отметим, что... Ну, кстати, странно. Здесь, получается, земли не готовые, а вот здесь, помните, я нашел грот вполне себе обитаемый, то есть... На самом деле, вот как-то так вот у нас проходит граница готовых земель, или даже, вот смотрите, так. Вот так вот. А вот тут вроде все готово уже. Надо найти в любом случае другой путь. Возможно, даже пойду тем же, которым уже ходил в том направлении. По которому не дошел, тем не менее, до назначения своего. С тобой мне придется разобраться. Вот, не дошел, потому что нашел там эту пещеру. Блин, я залез в больного Когути. Ой, как неосмотрительно. Нашел пещеру, в пещере нашел доэдрическое святилище, там нашел проклятый камень последний, и таким образом вернулся в старый Бенгард сейчас. Ну в принципе вот это уже другой немного путь получится. Вот еще на Альмалексию полюбуемся с этого ракурса. Да, правда шикарно, ведь еще будут доделывать, переделывать. Вот, мне интересно сюда теперь сходить. Что у нас тут? А тут у нас Криса. Ау! Это был неудобный бой. Максимально сложная такая. Крысы продолжают тебя дамажить, несмотря на все твои скиллы. Эх. Какая-то совсем пересеченная местность здесь. Я, конечно, могу туда слезть. Давайте попробуем сюда сначала. Да, ну и скалы тут. Опять куда-то на юг углубляюсь. Ну вот, замечательно. Пришел в тупик. Левитацию абьюзить я не хочу, как всегда. Блин. Ну как-то надо же прокачивать мне клинки длинные. О, прокачал. Эта крыса была не больной даже, а сильной. Пора, наверное, снова бахнуть зелье, как думаете? Вот, я также думаю, пора. Мои зелья стоят аж 100, надо же. Ну, ладно, тут пока пустенько. Но я думаю, скоро на что-нибудь наткнемся. Так. А у меня есть из чего варить зелье-то? Что-то нет, похоже. Восстановление запаса сил не из чего сделать. Ну можно он из хамума сварить, конечно. Лаванду я не хочу тратить больно, уж она шикарна. Вот у меня много на восстановление хп, но не на запаса сил. Давай из хамума сварю. Когда станет совсем тяжко. Я, кстати, могу и не сварить его. Сварил. Вот оно, мега зелье из хамума. Просто восстановить все. Смотрите. Убежище на 34 аж. Надо его стакать с амулетом Лича.
Так, а из местной флоры ничего нельзя, да, сварить такого? Так, сейчас я пошел на север куда-то. Мне интересно, куда это меня долина приведет. Ой, елки-палки, что ж ты как крыса-то подкралась, крыса? Давай, подходи. Так. А мне перезаряжать-то нечего даже. С тех пор, как я поменял клинок, он только это, знаете. Cast when used. Так, и где это я? А, это же, по-моему, спа, смотрите. Забыл, как называется эта река. Это ее, кстати, исток. Похоже. Или, скорее, приток. Ага, да, вот видите, я тут бывал. Бессандрион, там, где цветочки растут. Чьи-то плантации, владения. Где-то тут спа был, я помню. А, вот, смотрите. Где-то там? А, вон там. Подожди, река течет, значит. Ай, ладно, короче, запутался. Вообще, я вон туда хочу сходить. Выглядит интересно. Если, конечно, смогу туда добраться. А если не смогу, то пора заобъявить левитацию будет, пожалуй. Самое время для, так сказать. Враги рядом. Уже вечеряет. Найти бы место для ночлега. Ну да, здесь чисто тупики. Ну, вообще, знаете, неоднозначная локация, неоднозначный регион. Тоже довольно пустенько тут. А вот так я, наверное, смогу прийти куда-то, нет? Отсюда я пришел, понятно. Это, видимо, грот был. Так, я на самом деле запутался уже. Где там этот монастырь торчал или что? Вроде он надо мной должен быть. Полетели, короче. Прикольно. Лапки. Еще там какая-то беседка. Лапки. О. А, смотрите, даэдрические руинки. Это вроде как раз те, в которых я был последний раз. О, вот это все нам предстоит еще исследовать. Красота. Вот отсюда, наверное, да, вот бесконечности туда. В общем, да, не мудрено, что тут пусто, это же окрестности Альмалексии. Так, а как пройти сюда? Скажите, пожалуйста, спасибо мне. Вообще, обычно такие постройки торчат из земли, грубо говоря. И вход в них где-то через пещеры. Да. А, это самая гробница, черт! Нет. Да. Время абьюза. Как я неловок, а?
Вообще мне сюда. Каких-то более удачных вариантов я не вижу для своего дальнейшего направления. А, ну это ж Миролак. Это же Миролак. Ау. Ну, вы знаете, наверное. А у меня есть slow fall, что-нибудь такое? Есть прыжки. У меня есть свиток. Свиток жабы Тинура. Это знаете, как свиток полета Икара в миниатюре. Но что-то я, правда, по-моему, не очень это удачно. Высоковато он кончится раньше, да? А, я же тут где-то еще нычку делал вон за тем домом. Надо забрать. Хорошо, лечу, да? Довольно долго действует. Миролак очень мирный населенный пункт. Здесь я вряд ли что-то найду. Медленное парашютирование. Оп, мягкая посадка. Ну-ка, ну-ка, что там где? Я вроде ключ какой-то выкладывал тут. Тяжеленный там, квестовый. Вот он. Аркнтанд. Аркнтанд. Он после пересборки модов почему-то стал весить 50 фунтов. Ну, как бы логично, что он такой здоровенный, не должен весить ничто. Ну, даже мои зелья. Что, намусорил, надо продать хоть. Чем я и займусь. Вот это зелье и контрабандный алкоголь. Сюда. Кстати. А, я только мимо крокодил, говорит. Так, особняки и гостиницы. Ну да, тут ничего интересного. Зельюшка и драгоценности сюда. Куплю, короче, у него мясцо. А, да, кстати, ну да, тут местные правда говорят, что тут очень спокойная жизнь в одно удовольствие. Ничего не происходит страшного. Максимум это были контрабандисты, с которыми я разобрался уже. В общем, лепота. Вот, а к мясу у меня есть скатл. О, мясо на меня не действует. Я, похоже, вегетарианец. Скатл действует, да. Вот, алкашку я решил не брать, знаете, мудрость народная. Алкашка бесполезная вещь на самом деле. Только деньги на нее тратишь много довольно. А она тебя дамажит за это. Мозг твой убивает, так что не употребляйте алкашку, друзья. Алкоголь это зло. Вообще за то, чтобы запретить его, знаете, на государственном уровне. Ну, это я уже тут отхожу от темы, простите. А вот ему я, наверное, ничего продать не смогу, да? Ничего у меня нет, чтобы я хотел продать ему. А, ну в принципе, вот это вот можно. Да. Я это кольцо и брал на продажу. Неплохо даже, смотрите, как я нашел что. О, я торгаш. Так, ну и что у нас? 6 вечера? Пожалуй, из Миролага уже не хочу этим днем куда-то выбираться. Вот, этому товарищу я помогал. Он вроде законник какой-то. Да, кровать давай, пожалуйста. По-моему, они все в Моровинде стоят 10 монет.
Приветствую, Серджо. А чё ты на меня напал-то? Чё тебе надо? А, ну это, видимо, скрипт сработал. Скрипт, да. Из-за переустановки модов он как бы обнулился. А так-то... А так-то... Ты хорошо справился с тем, что разобрался с этим контрабандистом, Холмс. На самом деле вот так, да. Ты все, ты молодец, говорит. Да спасибо. Культисты какие-то, говорит, есть у нас. Что про матриц, про даэдра, ничего интересного, да? Я только мимо крокодил. Окей, а где, говоришь, кровать-то? Я забыл. Я забыл, где кровать. Вроде внизу кровать. Greetings to you, Argonian. А, что-то... А, да-да-да, вот. У этого поставка эбонита пропала, ее своровали контрабандисты, и я с ними разобрался. А, молодец. Что это такое? А, это моя кровать. Ну что, друзья, давайте закругляться. Если кто-то как раз тоже смотрит перед сном, то спокойной ночи, ложимся вместе с Холмсом. И так, смотрите, значит, до... Это 12 будет. Давай, 10 часов, чтобы в 5 утра пораньше. Даже 9, 4 выдвинемся. Вот. Будем закругляться. Двинемся дальше на восток в следующем эпизоде. Друзья, спасибо, что были со мной. Сэр Холмс, Моровин, Тамриэль Ребилд. Все очень уютненько, спокойненько, но посмотрим, что нас ждет дальше.